Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Бумыч, и мы задали ему пару вопросов, чтобы знать его немножко получше. Поехали! Бумыч. Фанаты очень часто произносят твой никнейм неверно, особенно наши англоязычные фанаты и коллеги. Расскажи, что значит этот никнейм для тебя и вообще в целом. Ну, это момент просто связанный с каким-то рейдж-моментом моим из League of Legends. Я рассказывал про это, и меня кто-то так назвал, один из моих знакомых на тот момент. И, не знаю, просто мне понравилось. Я поставил такой никнейм, и это стало уже в какой-то степени брендом сейчас. Но многие не могут произнести, потому что для них B и L это, как бы и буквы не существует. И я уже слушал много вариаций своего никнейма. Можешь парочку назвать? Bumblebee, Bombich и так далее. Ну, слушай, это тоже неплохо звучит. Если что, можешь использовать, если этот надоест. Ты уже почти 5 лет играешь профессионально. Расскажи, через что ты прошел за эти 5 лет? Как твоя игра модернизировалась? Вот к чему ты пришел сейчас? Очень тяжело, так сказать, конкретно весь путь, к чему модернизировалась, но то, что я уделял очень огромное время с самого начала и попадал в свою первую команду, это просто путь такой долгий. Сначала просто игроком был, потом уже как-то попробовал себя в роли капитана, сейчас уже пришел в эту команду, здесь стал капитаном. Через многое стоило пройти. Какие взлеты и падения ты можешь, такие основные свои, выделить? Взлеты, я бы сказал, что первое, что у меня произошло такое, это то, что мы на мажоре заняли топ-5-8 с моей первой командой. И самые 2 главные турнира, которые мы выиграли в этой команде, это была Катовица LAN. Это был один из самых вообще крутых моментов в моей жизни, потому что первый LAN-турнир, который я выиграл с большим призовым, и кубок, хотя бы и пустая там арена была, это было обидно, но было со мной очень приятно. И Blast, который мы выиграли в онлайне. Это, наверное, самые крутые моменты из всей карьеры. А падения, они были всегда, и во всех командах. И здесь было, когда у нас не очень результаты шли. Но нужно просто тренироваться и развиваться. Изменилось ли что-то в тебе, в твоей игре, в твоем отношении к этой игре за это все время? Конечно, ты просто больше понимаешь, какие правильные действия нужно принимать и так далее. Учишься на ошибках. Каждый турнир, каждый тренировочный день, либо турнирный день — это какой-то опыт для тебя, и все. И ты каждый раз апгрейдишь себя, и все. Если бы у тебя была возможность вернуться в прошлое и дать себе какой-то совет по поводу того, как себя вести, может быть, в игре или с тиммейтами, или в общем в своей жизни, что бы ты, может быть, не изменил, но что бы ты себе посоветовал? Я бы себе посоветовал, наверное, если брать мое начало карьеры, то чтобы я проводил больше анализа, чтобы быстрее добился результатов повыше. Потому что раньше я не так задумывался о командной игре и так далее. То есть я конечно, понимал, что это важно, но много все равно на индивидуальных действиях было построено. И, наверное, чтобы быть на уровень получше, нужно, конечно же, анализировать игру и понимать уже, что такое вообще макро. Наверное, все-таки молодым игрокам это не всем доступно, поэтому это часть развития, поэтому ничего страшного. Как тебе играется в составе Na'Vi в сравнении с другими командами? У тебя не такой, может быть, большой опыт смены коллективов, но тем не менее он есть. Да, было у меня 3 команды. Это EPG, QBFR, состав Винстрайк, который я собирал. Но вообще здесь играется круто, потому что здесь самые сильные игроки в СНГ с огромным опытом, которые уже поездили на различные турниры, выигрывали какие-то турниры, проигрывали там и финалы мажоров, и не только. Это просто колоссальный опыт. Так что я, когда пришел сюда, был очень рад. Поначалу мне помогал очень много Денис, не знаю, развиваться. Он говорил, что некоторые вещи, которые я предлагаю на тот момент, когда я пришел, что они не работают здесь, на этом уровне и так далее. Он с меня иногда угорал, но и тем самым помогал мне все равно как-то стать лучше, больше понимать. Так что, я не знаю, просто здесь лучшие игроки, которые лучше понимают, и это прикольное ощущение. Расскажи о своей роли ингейм-лидера, потому что это достаточно ответственное дело. Как ты к этому пришел, как ты нашел себя именно в этом? Вообще, захотелось стать капитаном после того, как я в своей второй команде Винстрайк мы проиграли мажор 0-3, и у меня было ощущение каждую игру, что я знаю что сделать лучше. На тот момент я являлся только игроком. И после такого яркого поражения хотелось попробовать себя в роли капитана, мне стало это интересным как-то, и, не знаю, так и завязалось все на этом. И после этого понравилось. Но вообще обязанности какие? Координировать команду и правильно направлять ее, и все, важные моменты. Все учитывать детали, подготовиться, не знаю, к играм, к турнирам, просто следить за метой. Огромный спектр задач.
А что тебе нравится вот в этой роли больше всего? Какие плюсы? Ну, я бы сказал, что это роль, которая сильно тебя развивает как игрока, потому что ты, в принципе, понимаешь, что на карте происходит и так далее. Вот, и это тебе помогает индивидуально. Вот, а что нравится, ну, не знаю, просто вести команду за собой. Я знаю, что я никогда не сдамся, и, значит, могу подбадривать команду до конца, и, не знаю, просто нравится. А можешь назвать главные качества вот топового ингейм-лидера мирового уровня? Может быть, для всех игроков, которые сейчас смотрят и думают, может быть, и мне стать ингейм-лидером? Вот сказать им, что вот если у тебя есть эти качества, то это возможно. Нужно быть очень умным и иметь, скажем так, характер. Вот. Вовремя там сказать что-то команде и так далее. То есть лидерские качества должны быть на высоком уровне, анализ также и, ну, как бы просто много работать. Я считаю, что много работать, вот, и когда лидерские качества иметь, это две главные вещи. Угу. С какими проблемами вы сейчас с командой сталкиваетесь и как планируете работать над ними? Ну, проблема то, что сейчас, ну, я бы не сказал, что это проблема, просто то, что у нас сейчас чуть-чуть обновился состав на ближайшие 2 турнира, и нужно работать над маппулом, то есть играть другие карты, которые не играл Валера. Вот, и при этом как-то тяжело, короче, поддерживать в тонусе все, допустим, 6 карт на хорошем уровне. Вот, так что сейчас я бы сказал, это проблема, там, нехватка времени и там, не очень хороший маппул. Но мы постараемся подготовиться и будем работать, я думаю, на ближайших турнирах, которые вот сейчас у нас будут DreamHack и RMR, то есть и постепенно тоже вспоминать какие-то карты и как-то майндгеймить и играть карты, которые мы больше всего потренировали. Звучит сложно, но желаю вам удачи в этом нелегком процессе и спасибо за твои искренние ответы. Не за что, как обычно. Давай начнем с самого начала. Познакомимся с тобой еще раз. Расскажи, с чего началось твое увлечение видеоиграми? Да не знаю, с самого детства любил поиграть там в PlayStation, и потом, когда у дяди появился компьютер, то я всегда любил поиграть там в CS 1.6, и вот с этого пошло. Вот, и как-то, не знаю, потом на протяжении всей жизни, пока учился, любил сначала в детстве, конечно, много гулять на улице, но потом снесли мою любимую коробку, на которой я играл в футбол, и после этого я начал очень жестко задротить. Видишь, эти люди сыграли такую важную роль в твоей профессиональной карьере. Да, вот следующий вопрос как раз был об этом. Когда настал тот момент, когда ты решил стать профессиональным киберспортсменом? Когда я скачал CSGO, не знаю, где-то за год я, может быть, поиграл просто там 2000 часов было, либо 3000 часов. И потом я увидел, что существуют профессиональные команды, турниры, перелеты. Я подумал, вау, это интересно, и хотелось бы попробовать. Могу ли я добиться такого уровня там игры? И вот, и все. Я просто начал много времени уделять игре и стараться. А что было самое сложное в этом переходе от там, аматора к профессионалу? Ну, то, что нужно было искать людей, которые готовы тебя попробовать в команду там в начале, то есть людей, которые помогают тебе развиваться и так далее, потому что, ну, как бы на тот уровень, на тот момент вообще моей игры, можно сказать, не было понятно, что делать и как развиваться. Вообще, ну, типа, что для этого нужно делать. А я сделал упор на индивидуальную игру. Вот, и все время искал людей, которые могут мне помочь именно с точки зрения командной игры, там, и вообще как развиваться, как игроку и так далее, что для этого нужно. Угу. Ты можешь вспомнить свой самый трудный матч? Не обязательно там сейчас в составе Нави, а вообще за всю твою историю самый трудный матч в твоей жизни? Ну, вообще, самый сложный матч я бы назвал морально, вот чисто для меня, когда я вышел как раз-таки в плей-офф мейджор первый раз, и нам сразу же четвертьфинал сразу с Нави, да, и как бы выходишь на этот четвертьфинал, и мы уже с ними первую игру на турнире нашу сыграли, проиграли, и мы как-то понимаем, что они себя считают как бы за слабых игроков, ну, по понятным причинам, потому что мы так на кураже там в Best of 1 всех обыграли. Вот, и потом как-то, не знаю, такой настрой был на матч. Хотелось вроде выиграть, но ты выходишь и понимаешь, что тебя просто там закатывают, и было сложно реально. У вас в Флейме, там он рекорд поставил, если я не ошибаюсь, по количеству киллов. Это было реально сложно. Ты просто чувствуешь, что бы ты ни сделал, тебя просто, не знаю, перестреляют. А ты тогда вообще мог подумать, что ты окажешься в Нави? Думал об этом? Ну, я тогда очень мечтал играть с Егором в Флейме в одной команде. Вот, не знаю, и мне, в принципе, как бы симпатизировала Нави, потому что это была лучшая организация с лучшими игроками, которая посещала все турниры. Вот, то есть это то, куда я стремился изначально. Назови своего лучшего тиммейта, вот с которым было комфортнее всего играть, с которым у вас была лучшая синергия, и своего лучшего соперника, против которого тебе было тяжелее всего играть, но ты ему респектовал. Лучший тиммейт за все время? Ну, знаешь, их было несколько, то есть я бы не выделял кого-то одного, на самом деле. Вот, так что тут тяжело ответить. У меня, допустим, если брать там команду Cubifire, то это был Квик, вот, лучший тиммейт, я считаю.
Там в Нави, как бы, не знаю, мне со всеми ребятами нравится играть. Вот, и, не знаю, ну, больше всего, конечно, я дружил всегда с Егором. Вот. Так что, наверное, можно, ну, его называл даже в ХЛТВ, по-моему, интервью, что Флейме как бы один из моих лучших друзей. Наверное, с ним. Вот. Если брать еще раз самое сложное, что там? Соперник. Соперник, Самый да? лучший соперник. Самый вот лучший конкретный соперник. игрок. Ой, ну, наверное, Астралис. Вот когда я пришел в Нави, они там всех закрывали, все А турниры кто-то забирали. конкретно? Ну, я бы сказал, что мне тяжеловато было играть против Дюпри. Вот, не знаю, потому что он как-то... Он такой... У них самый... Дерзкий? Да, дерзкий. Он может как-то... Вроде у них есть там и системы и так далее, но он иногда может такие вещи делать, и он этим бесил. Нарушать правила. Да. Он такой был. Он мог мазать гранаты, он был не похож на остальных 4 ребят, не знаю. Вот, но про него сложнее всего было играть. Но это один из моих любимых игроков вообще был, когда я начинал только. Да, согласна. Следующий вопрос как раз про лучшую команду. То есть ты на него уже ответил. Это все-таки Астралис, да? Ну, против которой было сложнее играть? Да, против которой сложнее всего. Да, ну, наверное, не знаю, может быть, я так считаю, потому что у меня была огромная мотивация как бы у всех выиграть их, они так долго. Как бы были, мне кажется, и матчи сложные с другими командами. Но вообще всегда у нас очень борьба тяжелая с Vitality. Вот, с ними там матчи были, я помню, и Эпицентр, где мы выигрываем первую карту 16-3, а потом 2 карты 16-4, 16-5 там проигрываем. Вот, с ними всегда какие-то матчи такие интересные получались. Так что я бы сказал, с Vitality, наверное, сложнее всего было на тот момент. Расскажи о каких-нибудь курьезных случаях, которые происходили в твоей карьере. Что-нибудь смешное. Какие-нибудь, может быть, истории с лана, с буткемпа. Вот что тебе приходит в голову? Я про эту историю тоже рассказывал, но это, не знаю, для меня было просто прикольный ход тренера. Вот, это был Минор, мой первый турнир. Я тогда полетел в Румынию, и мы играли за 2 место на турнире, который попадает на мейджор. А 3 место как бы вылетает с турнира. Вот, и мы проиграли первую карту, это был наш пик. Вот, и после этого тренер вышел и сказал: ладно, ребята, я там готов проиграть, все понимаю, но чтобы они нас оскорбляли, там, наших там, типа, друзей обижали, типа, близких там затрагивали словами. Мы такие: что они так кричат, типа, нам? Вот, и мы начали... Против кого вы играли? Против команды Team Spirit. Вот, и мы начали, короче, на 2 карте кричать им в ответ там вообще оскорбления, нам уже админы подходили, говорят, что дисквалифицируют, короче, а они нам начали в ответ кричать. И потом... Они изначально кричали, это или просто тренер вам сказал? Тренер нам сказал, но мы этого не знали, и мы кричали им в ответ, потому что думали, что они так сделали. И потом мы их в итоге выиграли, и тренер подошел, сказал, что как бы они ничего не кричали, он так сделал, чтобы разозлить. Слушай, это гениально. А кто тогда был вашим тренером? XO тогда это был. Гениальный ход. Вы там с Team Spirit не Ну, потом не было потом, да, конфликтов? они там чуть ли до драки не доходило реально. Там, то есть мы выходили там перед 3-й карты, там, я помню, Никита Waterfalls что-то там, ну, перекидывали словечками. Потом в отеле, ну, не знаю, я вроде пришел, я честно этого не знал, ну, как и все, мне кажется. И тогда я, по-моему, извинился перед ними. Ну, не знаю, не поняли. Но я думаю, уже никто не обижается. Ну, они вряд ли приняли эти изменения, просто потому что они не прошли на мажоры. Вы прошли, да, еще и в плей-офф попали. Поэтому сработало, засчитывается. Известно, что спортсмены, в классическом своем понимании, очень любят разные ритуалы и очень суеверные в целом люди. Что касается тебя и вообще киберспорта, у тебя есть какие-то такие вещи, которые тебя, ну, не знаю, ритуалы, в общем, какие-то, да? Ну, вообще, я бы не назвал это каким-то ритуалом, но я всегда стараюсь не кушать перед тем, как у меня, допустим, официальный матч. Вот, не знаю, это помогает. Но это, наверное, не ритуал, не знаю, но мне почему-то так проще. Я считаю, что голова как-то лучше думает, и решение, резкость как-то прибавляется, как будто не тупишь. Вот. Ну, ты не суеверный человек. Ну, я бы сказал, суеверный, но, не знаю, таких ритуалов прям у меня нет, я бы не сказал. Хорошо. Как много времени ты уделяешь подготовке психологической к официалкам? Да, прям так, чтобы сидел прям перед каждым официальным матчем. Психологически так не настраивался. То есть у нас есть психолог Глеб, вот, который помогает нам работать с нами там перед играми. Бывает там настройка у нас перед игрой есть всегда. Либо там за несколько дней индивидуальная работа. Вот сейчас появился у нас 2-й психолог. Вот, и как-то, не знаю, работаем над этим просто постепенно. А чтобы прям каждому матчу так отдельно подходить, нет такого. Потому что если ты будешь придавать, так, мне кажется, значимости каждый матч, то ты будешь больше нервничать. Я помню, что на прошлом буткемпе или позапрошлом вы занимались спортом, там у вас были коврики, все такое. В общем, у вас была физическая нагрузка как часть вашего тренировочного процесса. Что сейчас? Вы как-то придерживаетесь таких, опять же, ритуалов? Ну, на этом буткемпе такого не было, что кто-то занимался зарядкой и так далее. Мне кажется, здесь как бы главная цель была просто
набрать командную форму к турниру и как-то больше фокус сделали не на здоровье и так далее, а просто именно потренироваться максимально много и качественно там провести времени вместе и разбирать там много вещей, которые стоит разобрать. Продолжая тему подготовки к игре, расскажи, много ли ты времени тратишь на анализ, подготовку тактическую к игре? И вот посмотрим. Каждая игра официалка, мы собираемся с Андреем и работаем по сопернику где-то от 2 до 5-6 часов. Зависит от того, там, во сколько матчей и сколько времени есть там, после праг-дэя. Вот. Каждый раз так. Что бы ты изменил в киберспорте сейчас, если бы у тебя была такая возможность в CSGO? Не хочется над этим думать. Я игрок, пусть вот что-то изменяют и радует нас. Например, чтобы Valve там не штрафовали там, за замены на РМР-турниры. Чтобы ланы, например, появились. Это не зависит от киберспорта. Это глобальное правительство. Да, это так. Какие у тебя планы на текущий год? Может быть, какие-то более дальнесмотрящие планы? О чем ты сейчас думаешь? Касательно игры или вообще в целом? Своей карьеры, да. Вообще хочется наконец-то стать топ-1 командой на длительный срок, вот, и укрепиться там, то есть добиться этой стабильности. Вот, а если говорить там не касательно игры, то в этом году хочется первый раз в жизни слетать на свой отдых, вот, побывать там на море или на океан куда-нибудь, я планировал на какие-нибудь острова, и, не знаю, купить квартиру также, вот. Но все это, понятное дело, не добиться и без первого, потому что результат, турниры, победы, это все поможет. Какие аспекты в твоем индивидуальном стиле игры ты бы хотел изменить или улучшить? Я бы иногда как-то контролировал себя больше, потому что у меня бывают проблемы с агрессией и так далее, импульсивные решения. Иногда это мешает команде. Насколько сыгранность команды важна для победы? Важно, чтобы все звенья этой цепочки ладили друг с другом? Конечно, да. Это просто взаимодействие, максимальная синергия. Это то, что позволяет тебе выигрывать какие-то моменты важные в игре. И командная работа — это всегда превыше всего. А как формируется эта сыгранность? Новый участник вливается в команду, что делать? Побольше наиграть просто, поиграть праков, больше провести времени и как-то приходить к единому мышлению, чтобы все мыслили в какой-то ситуации на карте одинаково. И тогда появляется тимплей, потому что все люди понимают, что происходит, почему и что нужно сделать под эту ситуацию. То есть прийти к единому мышлению — это самая сложная задача, но если игроки какой-то команды смогут это сделать, идеально просто, чтобы все думали одинаково, то это будет, не знаю, самый лютый тимплей, который существует. Расскажи один неожиданный факт, о котором никто не знает о тебе. Даже не знаю, я всем про все рассказываю, так что такого нет. Нет секретов? Нет секретов. Какой игровой опыт повлиял на тебя больше всего? Игровой опыт повлиял на меня? Да тяжело какой-то выделить один, если честно. Но я думаю, что больше всего влияет, когда очень обидные проигрыши. Я бы сказал, что это финалы, которые мы проиграли. И Vitality и Astralis. Они, наверное, такие более обидные. Не знаю, они тебя заряжают и дают тебе тоже много пищи. Для рассуждения. А в чем заключается самая большая сложность на данный момент в карьере и, может быть, просто в жизни твоей? Есть какие-то сложности есть у всех. Да нет вещей, которые меня останавливают, не знаю. Нужно продолжать просто работать, и все. Время идет, и нужно становиться лучше. И, наконец-то, забирать эти топы. Чем бы ты занимался, если бы не стал профессиональным геймером? Я думал либо стать стоматологом, либо массажистом, либо адвокатом, либо пойти в музыку. Но это я решил уже, когда стал игроком. А все, что до этого я назвал, это такие были мысли, когда я заканчивал школу и еще не играл профессионально. То есть, стоматолог, они же делают людям больно. Ничего, зато потом, они мне сказали спасибо. Такие... И заплатили $40 тысяч за виниры. Да. Я бы уже точно был на отдыхе. Хорошо. Какая игра, вышедшая за последние 20 лет, на твой взгляд, самая недооцененная и почему? И вообще... Самая недооцененная игра за 20 лет? Да. Не знаю, даже тяжело сказать. У каждой просто игры есть своя фишка и так далее. Просто людям нравится, но чтобы так назвать какую-то, выделить, не знаю, сложно для меня. Хорошо, спасибо тебе большое за это интервью и за твое время. На этом все. Спасибо, что посмотрели это интервью, а больше вы найдете по ссылочке внизу. Всем спасибо и до свидания.